Всем привет! На днях наша пати решила замутить челлендж, суть которого в накоплении суммы в 100 лярдов. Каждый игрок в БДО представляет, сколько денег нужно фармить в данной игре, чтобы поднять свой гир, и потихоньку это становится скучно и рутинно. В связи с этим мы решили создать некое испытание, в котором будет дух соперничества, что в свою очередь создаст мотивацию на пути к заветной цели. Условия, в общем-то, простые. На момент старта испытания баланс аукциона должен равняться нулю, а по его окончанию 100 лярдам соответственно, если по мере накопления не происходило никаких трат. Если же таковы были, то фиксировать это и подкреплять траты скриншотами. Тут имеется в виду покупку 20-го гира или бижутерии, что-то вот в этом роде. Рандомные элементы не учитываются, например, выпадением Вэлла или Камоса. Это окажет достаточно большой буст в голде, плюс лично я наблюдал картину выпадения 2 вэллов на недельке, поэтому данное условие является достаточно важным. Часть вещей, такие как инкрустация, точки или кафрасы, что должны идти в ваш гир или на продажу, а не в крафт 5-го кольца храма в текущем ивенте, я предложил фиксировать Камосом. Это такой сайт по Black Desert с очень важным и приятным функционалом. То есть, если вы фармите точки лоу-грейда и инкрустацию, которая идет в ваше кольцо, вы эти вещи не фиксируйте. Как только вы понимаете, что данные итемы вы будете сплавлять на аукцион, вы начинаете учитывать их цену. Если вы фармите кафрасы, которые идут в ваш гир и вам нет смысла их продавать, то вы фиксируете их количество тем же сайтом по среднерыночной цене. Для удобства можно создать отдельный замер, в котором вы будете учитывать только кафрасы и порошок, так как среднерыночная цена постоянно меняется. Что ж, перейдем к участникам. Итак, у нас с вами есть Акула, анимешник, скрытый сисадмин, конечно же, куда безоговорочный победитель. Возможности по фарму у всех разные, но плюс-минус все на равных. Пекс! Начнем мы с Акулы. Акула у нас усердно охотится в море, чтобы поддерживать процесс жизнедеятельности, безоговорочного победителя. Поэтому свои плавничочки она закидывает на девайс под вечер, хотя бывают исключения, и днем происходит жестчайшее фармило, вот так вот. Далее у нас идет анимешник, фармит по 9 часов каждый день, чтобы как можно быстрее стать Хокаге, по всей видимости. Однако, как и герой одноименного аниме, его учиха Саски скоро покинет Коноху, и все мы вздохнем с облегчением. Настало время темной лошадки данного челленджа. О скрытом сисадмине мало что можно сказать. Единственное, что мы знаем, что он так и не установил аватарку в Дискорде. И у него около 800 свитков. Притом, как мне кажется, все они двойные. На то он и админ. Однако у сисадминов есть одна слабость. Им нужно время на написание бэкэндов и двоичных кодов. Конечно же, последний в списке, однако не по значению. Тот самый, о ком слагали баллады министрели. Безоговорочный победитель. То бишь и я. Однако, как странно бы это ни звучало, и у меня присутствуют некоторые слабости. Как известно, чтобы побеждать, нужны силы. А силы приходится скапливать во время глубочайшей медитации. И то время, когда я уязвим как никогда. Ушлая рыба, анимешник и админ используют для того, чтобы попытаться меня обогнать. Итак, с участниками мы закончили. Переходим дальше. Далее у нас фиксация прогресса. Фиксировать общий прогресс мы будем в специально подготовленной для нас диаграмме нашим сисадмином. Выглядит она примерно так. Каждый раз, когда кто-то будет обновлять свои значения, диаграмма в реальном времени будет видоизменяться. Для удобства заполнения решили избавиться от большого количества нулей, то бишь 6 миллионов у нас будут выглядеть как 6, 60 миллионов как 60 и так далее. На этом, в общем-то, видео можно подводить к концу. Думаю, что, возможно, буду выкладывать, как продвигается данный челлендж, однако пока не совсем понимаю, чем его можно наполнить. Видео имеется в виду. Если у вас есть какие-то идеи на этот счет, буду рад увидеть в комментариях. Также отмечу, что ребята на Твиче задают вопросы, почему я не делаю видео на YouTube чаще. На самом деле я не очень понимаю, о чем можно снимать видео в БДО, кроме какого-то монтажа в PvP нарезках, а какие-то информационные видосы по типу обзору патчей и прочего уже на YouTube навалом
поэтому хочу спросить у вас, какие видео на моем канале вам было бы интересно увидеть. Пожалуйста, дайте ответы в комментариях, я буду вам признателен. Всем спасибо за просмотр, а желающим посоревноваться со своими друзьями в подобном челлендже желаю удачи.